Наконец-то это свершилось! Получили! Сколько лет мы этого ждали? Ну почему я не подождал немного? Зачем я это покупал? Как я этого ждал? И я объясню вам почему. Кто же нас ждет? А ждет нас... Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную, умопомрачительную игру Викинги War of Clans. И сегодня долгожданное событие, а этого события ждали мы многие годы. Этот апдейт, который войдет сейчас в игру, действительно кардинально изменит игру в целом. Поэтому не переключайтесь, смотрите до конца, что нас ждет в этом апдейте. Поехали! И первое, о чем я спешу вам сразу сообщить, это переводчик в игре. Oh my God. Наконец-то это свершилось! Боже мой, сколько лет мы этого ждали! Переводчик в чате. Что же все-таки это такое? Для упрощения коммуникации между игроками, которые общаются на разных языках, в чат игры добавляется незаменимая функция перевода сообщений. И для того, чтобы осуществить перевод, вам достаточно нажать иконку переводчика в верхнем правом уголке сообщения и получить перевод на тот язык, который вам крайне необходим. Все весьма просто, удобно и очень комфортно для игры. Это элементарно, друг мой. Ребята, я считаю, это огромное достижение, о котором мы много говорили, много ждали, много просили и наконец-то же получили. Я считаю, что данное улучшение не только облегчит коммуникацию в игре, но и сплотит кланы игроков, играющих в разных странах, говорящие на разных языках. Это усилит игру и сделает игру еще более привлекательной и разноплановой. Следующее очередное шедевральное улучшение игры — это добавление сета шаманов. Как я этого ждал. И я объясню вам почему. Что такое сеты шаманов? Сеты шаманов — это система сохранения профилей шаманов, аналогичная сетам героя. Сеты сохраняются в специальные слоты для быстрого переключения между ними. И содержит информацию о шамане и выборе вещей с конфигурацией камней и рун. В игре появится новая вкладка с сетами шаманов в экране здания Зал Таинств. Доступна будет она всем игрокам, естественно, у кого построено данное здание. Новые айтемы для разблокировки слотов, сохранения сетов шаманов по механике аналогичны очкам памяти у героев. Новые айтемы для активации сетов шамана, два отдельных айтема для обычной активации сета и для активации с автоинкрустацией, аналогичные по механикам действия айтемов героя. Поэтому, ребята, все будет также просто и весьма полезно. Но это не точно. В чем же будет особенность механики сетов шаманов? Очки навыков шамана, в отличие от героя, не сбрасываются и не перераспределяются. Ну, это естественно. Естественно. Вещи, надетые на шамана, включая неактивных, не отображаются в инвентаре, поэтому поиск вещей, соответствующих сохраненным в конфигурации сета, должен происходить и по надетым на всех шаманов вещам. Если вещь сохранена в сете одного шамана и надета на другого шамана, то при активации сета она должна экипироваться на выбранного согласно конфигурации сета шамана. Активация сета шамана должна включать в себя механику автоинкрустирования камней и рун. Замечательно. Поразительно. Гениально. Ну почему я не подождал немного? Зачем я это покупал? Скажите мне, пожалуйста, ребята. Я старался набрать себе комфортный комплект одежды для того, чтобы не тратить время на бесконечные переодевания. Посох небес, который у меня был направлен на башни, на обучение войск, на шпионов, был куплен за лично честно заработанные ресурсы. Теперь этого делать не нужно. Это намного облегчит нам игру и сделает игру еще более комфортной. Наконец-то! Браво!
А я уже и не говорю о том, что данные вещи шаманов необходимо еще было улучшать, прокачивать и тратить на это бесконечное количество ресурсов и времени. Теперь самые неожиданные улучшения и изменения, которые ждут нас в предстоящих изменениях игры. Что же нас ждет? А ждет нас новый Battle Pass. Что же это такое? Новый Battle Pass — это игровые события, ограниченные по времени, с новой системой начисления и получения наград. Цель Battle Pass — разнообразить игровые действия разных сегментов игроков для получения большего количества наград. Ребята, это серьезный шаг и заявка на победу. Давайте немножко поговорим в двух словах, что же это такое. Каждое событие Battle Pass будет назначаться определенным сегментом игроков. Для каждого сегмента будет определяться своя конфигурация параметров. Технически под каждый сегмент будет создаваться отдельное событие и отдельный пропуск. Во время активного события Battle Pass игрокам необходимо выполнять задания, которые зарабатывают очки и разблокировать награды. Система платного пропуска. Игрокам доступна покупка пропуска Battle Pass, которая дает дополнительные преимущества. Дополнительная награда в каждом чекпоинте, дополнительные задания, увеличение количества получаемых очков за выполнение заданий. Пропуск можно купить в экране Battle Pass и в новом банке. Приобретается один раз отдельно для каждого игрового события. Пропуск действует с момента покупки до завершения Battle Pass. Если пропуск был активен за день до окончания Battle Pass, значит он будет действовать один день. Для следующего события пропуск потребуется приобретать заново. Период выдачи Battle Pass. Период выдачи — это отрезок времени, в течение которого игрок может получить Battle Pass. И задается двумя календарными датами. Дата и время начала выдачи. Игроки, вошедшие в игру после этой даты, но не позже завершения выдачи, получают Battle Pass в зависимости от своего текущего сегмента. И дата и время завершения выдачи, во время которой игроки, вошедшие в игру после этой даты, не получат Battle Pass, даже если у других игроков из сегмента, получивших Battle Pass, еще не вышел срок действия Battle Pass. Battle Pass у разных сегментов может проходить в разное время и не пересекаться в календаре с другими сегментами игроков. Продолжительность действия Battle Pass ограничен по времени. Продолжительность Battle Pass для всех игроков сегмента одинакова, с индивидуальным таймером, который начинается отсчет времени действия с момента входа в игру и получения игроком Battle Pass. Ограничений по срокам нет, например, событие может длиться как 7 дней, так и месяц. Чем дольше длится игровое событие, тем больше наград, тем больше заданий и тем выше стоимость пропуска. Задание Battle Pass. Задание Battle Pass делится на два списка: бесплатные задания и задания пропуска. Списки заданий обновляются через определенное время, количество заданий после обновлений может меняться. Вернуться к выполнению заданий, которые исчезли после обновления списка, нельзя. Нет. Очки за выполнение заданий начисляются автоматически в момент выполнения условия. Если игрок выполнил одно или несколько бесплатных заданий, а затем приобрел пропуск Battle Pass, дополнительные очки за эти задания не начисляют. Награды Battle Pass. Награды распределены по чекпоинтам. Каждый чекпоинт включает в себя бесплатные награды и награды пропуска Battle Pass. Ограничений по количеству чекпоинтов нету. Некоторые чекпоинты могут быть особенными. Они отличаются визуально от обычных и содержат более весомую награду для игрока. Моя собственность, моя любовь, моя прелесть. Вот такая история, с которой я хотел вас познакомить сегодня. Существующий факт обновлений доказывает лишь то, что игра не стоит на месте, а неудержимо движется вперед к развитию объединения кланов, игроков и сообщества. Это большой-большой жирный плюс, поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Переводчик, шмот, шамана, сеты шамана, сеты героя, предстоящие изменения башен. Это говорит о том, что игра стремительно развивается, ребята, и это замечательно. Поэтому подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила, с вами я, Мастер.